человек получил возможность создать психический образ физического мира. Это ментальная картина, это уже полностью в голове. И именно этот образ позволяет жить в двух мирах. Это Саша, моя однокурсница. Когда-то мы вместе учились снимать кино, а сейчас видимся редко. И у меня, и у нее насыщенная жизнь, впрочем, как и у всех в мегаполисе. Голова забита планами, проектами. Каждый день мы принимаем сотни решений, от незначительных до глобальных. Иногда думаешь, а где же я среди этого? Как мой мозг вмещает столько информации и впечатлений? И почему я поступаю так, а не иначе? Когда пришла идея снять об этом кино, я пригласила Сашу принять участие в экспериментах и даже не ожидала, что тема фильма так ее заинтересует. Мне интересно, потому что мы вообще про себя ничего не знаем. Мы почему-то полагаем, что все думают так же, как и мы, что все видят мир такими же глазами, как и мы. И когда ты сталкиваешься с людьми, с какими-то уникальными феноменами, когда ты сталкиваешься с необычным поведением людей, каждый раз открываешь для себя новый мир. Мне хочется стать больше, что ли, хочется больше знать, понять, как это все работает, как это устроено. Это касается не только мозга. Наверное, это мой способ исследования этого мира. Ну как, я? Ничего? Ой, у вас что-то задымилось. Где? Вот только что вот, да, вот там, вот, да. Я вижу уже. Людей интересует вопрос управления своим мозгом, своим здоровьем и вообще своей жизнью. А человек – это не мозг? Воля человека. А это не мозг? Что? Это не Нет. часть мозга? С точки зрения нейрофизиологии, воля человека, там то, что условно называют душа, это просто функции мозга. То, что мы называем волей, то, что мы называем личностью, пытается контролировать более слабые еще животные системы, в том числе эмоциональные. Понимаете, ну вот вы говорите, более высокие системы контролируют более животные, более примитивные. Это все система мозга. Я про это Система говорю. мозга, да. А в результате получается то, что более высокие системы на самом деле не могут, то есть они пытаются, но не всегда. Они могут контролировать. В результате от этого и встает вопрос. Мною животные инстинкты управляют. Или же я высокоуровневая, вот это да? хороший вопрос. Это уже другое дело. Это уже... По сути, то, что делает нас людьми, это всего лишь очень недавно сформировавшаяся надстройка системы и очень ненадежная. Мы – это наш мозг, это правильно. Но дело в том, что у мозга есть вот эти вот два параллельных процесса. Один процесс – расчет всего, что нужно для жизни, а другое – подсматривание за этим процессом. Вот это подсматривание называется сознание. Вас спрашивают, почему вы идете обедать? Что вы скажете? Есть хочу. Вот, вы скажете «есть хочу». Вы не скажете «я рассчитала, что мне надо сейчас есть». А мозг сначала рассчитал уровень глюкозы в крови, это, и подал вам, как есть хочу. А рассчитывал-то кто? А вы уже, да, действительно можете принять политическое решение, потому что, да, я хочу есть, не есть, у меня почему в голове такой звон, это мозг вам сказал, по результатам текущих расчетов. Но дело в том, что только что там вам кто-то звонил, друг, и сказал, ну вот если ты сейчас не приедешь, вот мы с тобой поссоримся. И это мозг не рассчитывал, но вы уже держите и думаете, нет, пожалуй, я все-таки не буду обедать, пойду делать там другое дело. Оно уже не жизненно важно с точки зрения мозга, это не биологическая необходимость. Куда-то там идти, кому-то доказывать, что вы хороший. Вот, это мозгу не нужно. Мозг рассчитывает такие биологические все дела для организма. И вот получается вот такая нестыковка, когда, конечно, мозг и человек – это одно и то же, но если вот так рассматривать, одно дело биологическая часть человека, а другое вот это социальная.
психическая часть, она уже начинает иногда входить в конфликт с тем, что рассчитал мозг. И вот это постоянные конфликты. И вообще-то, если они доходят до некоторого уровня, то у человека становится плохо. Всякие неврозы и прочее – это результат конфликта между сознательным и вот этим расчетом мозга. Если идет речь о крайних биологических каких-то потребностях, жажда, там, еда, голод, то здесь уже перешибет мозг. Он рассчитал, что надо пить, и ничего нельзя сделать, надо пить. Но бывают сильнейшие идеологические нагрузки на человека. Там вера, долг, и зависит от человека, конечно. И этот долг становится превыше биологической потребности. И он тогда возьмет свое. Не буду я пить, не буду я есть, я умру за свою идею. Меня заинтересовал вопрос силы воли. Как происходит самоконтроль? Почему кто-то готов умереть за идею, а кто-то не может отказаться от пирожного? В конце 60-х годов профессор Стэнфордского университета Уолтер Мишел провел так называемый, достаточно известный Стэнфордский зефирный эксперимент. Он взял группу детей и предложил им на выбор вознаграждение. Либо одно сейчас, либо же вдвое больше, но для этого нужно было чуть-чуть подождать 15 минут. Я вам даю каждому по конфетке. Вы можете конфетки съесть прямо сейчас, а можете подождать 10 минут. И тогда я дам еще одному по конфетке по одной. Что выбираете? Я сейчас съем. Сейчас ешь? Ну ешь. А Карина? А я подожду пока еще. Подождешь, да? Хорошо, ждите, я сейчас приду. Еще подожди, да. Мы, например, предпочитаем получить все и сейчас, немедленно. Если вам предложить большее вознаграждение через месяц или через 2, все равно обычно люди предпочитают меньше вознаграждения, но сейчас, в данную минуту. У животных это очень выражено. Они совершенно не в состоянии отложить вознаграждение на будущее. А для нас это очень важно, да, потому что когда вы поступаете в университет, вы откладываете вознаграждение и большую зарплату на несколько лет. Да, когда вы откладываете деньги на пенсию, вы откладываете вознаграждение на многие годы. Да, для человека в современных условиях этот самоконтроль, отложение во времени вознаграждения очень важно. А в нас зашита вот эта старинная эволюционная система, которая возникла там миллионы лет назад, ситуация, когда очень трудно предсказать, что будет. Лучше съесть сейчас, да, ничего не откладывать. Ешь, поняла? Я знаю. Даже не смотри так на него. Совсем. Давай расслабимся. Давай. Камень, ножницы, бумага, карандашик, вода и бутылка лимонада, и железная рука, шуифа. Конечно же, самое потрясающее в этом исследовании было то, что детишек же изучали всю их оставшуюся жизнь практически. И обнаружили, что способность задержать во времени вознаграждение предсказывает их успех в жизни. Есть хочется. Блин, да ты уже достал меня этим. Я занимаюсь нейроэкономикой, нейробиологией принятия решений. Как мы видим, процесс принятия решений – это взаимодействие нескольких систем в мозге. То есть мы эволюционно унаследовали ряд систем, и они работают параллельно. Некоторые более такие эволюционно старые системы, они рискованные, и они очень нетерпеливы. Нетерпеливые, склонны к риску. Но вот эти префронтальные наши области коры, они могут воздействовать на эти области, они могут подавлять их активность. Наши префронтальные области именно влияют на эти центры старые, да, мозга, и вот это и есть самоконтроль. Не съели конфеты? Да. Терпите? А вот Миша немножко откусил, Миша немножко откусил? а я не откусила, чтобы уродик. Так, ну Миша не удержался, Мише не даем второй подарок. А Насте даем. Миша откусил. Ну, пожалуйста. Нет, давайте. Миша, у нас правило есть правило. Сейчас в нашем обществе очень важно думать на перспективу. То, что на самом деле не очень естественно для нашего мозга. За это отвечают эволюционно новые области мозга. Ученые хитро называют это дорсолатеральная префронтальная кора.
можно сказать, лобные области мозга. Причем они формируются у вас где-то к годам 20-21. Возможно, у малышей проблема с самоконтролем связана из-за того, что вот эти области самоконтроля еще не досформированы. Что же это материальная структура, мозг? В каком отношении она находится с психическим миром, который тоже находится в мозгу? Вот наука, нейрофизиология говорит о том, что психический мир, ну и его компоненты, память, ощущения, восприятие, эмоции, реализуются на ткани мозга в виде связи между нервными клетками. Ведь ребенок рождается практически без связи между нейронами. У только что родившегося ребенка нейронов даже больше, чем у взрослого. Но очень мало связи между этими нервными клетками. И вот по мере получения опыта, по мере получения новых навыков, по мере создания психической картины этого физического мира и появляются те или иные связи между нейронами. Когда мы говорим о мозге, мы понимаем, о чем говорим. Ну, плохо понимаем. Никто не знает, как мозг работает. Но все-таки вот можно показать, вот это мозг. Когда вы говорите «я», то мы не понимаем, о чем мы говорим. Мы можем приписать этому все, что угодно. Есть какие-то мозговые процессы. Мы их можем более-менее изучать. Понятно, как примерно их изучать. И физиологи молодцы, нашли массу интересных результатов. Есть сознание, то есть так или иначе сознание связано с субъективным переживанием. И генеральная проблема, которая не решена никем, и нет ни одной идеи, как ее решить, как мозг порождает субъективные переживания. Магия мозга в том, что мы обречены на отсутствие прямого контакта с физической реальностью. Мы не можем увидеть, что находится перед глазами, потому что это изображение, внешнее изображение, оно проецируется на сетчатку глаза. От глаза в мозг идет толстый такой тяж, нерв с нервными отростками, их всего 1 миллион отростков, и по ним несутся те самые нервные импульсы. Нет изображения. А как же я вас вижу тогда? Вот, видите? Но это и есть вот главная тайна мозга. Как он делает эти картинки? Мы, в принципе, не можем ничего видеть, а то, что мы считаем, что мы видим, это повторное раскодирование, но раскодирование этот мозг делает на основе уже собственного опыта. И поэтому мы видим все по-разному. Если это О, то у меня она белая, а если 0, то прозрачная. Она прям вот такого совкового зеленого, матового, и там чуть больше белого пигмента в ней, наверное. Такой сероватый даже зеленый скорее, такой скучный прям зеленый. Я вижу, что она голубого цвета на компьютере, но до меня она уже доходит зеленой. Я решила спросить у своего друга, как он видит имена других людей, потому что его, допустим, звали Антон, и его имя для меня было желтым. Я говорю, вот для меня твое имя желтое. Ну, в общем, диалог у нас не состоялся, я поняла, что в чем-то, видимо, проблема какая-то с восприятием есть. Скажем, когда вот я говорю что-нибудь, или когда вы говорите что-нибудь, то произносимым звукам соответствует как бы такая цветная лента. Каждое слово может быть представлено как разноцветная полоска. Это где-то вот в голове просто накладывается. Сложно описать. Ну, как вот кальку бы вы наложили цветную, например, на буквы.
Исследует этот феномен, может быть, человек 100 во всем мире, может быть, даже меньше. Меня это привлекло тем, что ни одна теория не смогла это объяснить. То есть у нас, как в науке, у нас определенная парадигма понимания. Эта парадигма делит наши психические процессы на восприятие, на сенсорные механизмы, на память. А здесь мы имеем такой феномен, который не подпадает ни под одну теорию. Не подпадает под те кубики, в которые мы играем, грубо говоря, про мозг. Потому что синестезия – это одновременно и память, и восприятие, и концептуализация. Антон сам вышел на нас, узнав, что мы снимаем фильм про мозг. Нас заинтересовали его исследования и люди, у которых в голове существует дополнительная реальность. Возник вопрос, а не фантазируют ли они? Мы попросили Антона провести доказательный эксперимент. Есть несколько тестов на синестезию, и все они заключаются в том, чтобы испытуемый выбрал под определенную букву свой собственный цвет. И не ошибся, когда он повторяет это в третий, в четвертый и в пятый раз. Палитры обычно очень тонко настроены, поэтому испытуемый должен выбрать не просто синий цвет, а оттенок синего, который точь-в-точь соответствует его субъективному восприятию. Джей, она смотря какая, кстати. Если она большая, то она вот скорее в зеленый уходит. Если она маленькая, прописью, то она у меня коричневая. Я не знаю, какой лучше сюда. Они у меня зависят просто от написания еще. Да, бывает. То, что Настя говорит, это вот типичная синестезия. То есть мне уже тест не нужно проходить, когда люди говорят, ну я не знаю, какого будет цвета, вот если я увижу, тогда я скажу. Человек ничего не придумывает, он просто реагирует на определенный стимул. Человек-синестет – это обычный человек. То есть внешне на его поведение обладание синестезией никак не сказывается. Лично у меня, допустим, в голове есть больше цветов, чем может различить глаз. Потому что, допустим, буквы А есть цвет, и я не могу его точно найти в природе и показать. Вот именно вот такой я вижу букву А. Она есть у меня в голове, и я ее никогда ничем не спутаю. Она того же цвета, что и четверка, или, допустим, или четверка у меня. То есть, мне кажется, это дополнительные возможности мозга нашего. Это такая же данность, как зрение, слух. Зрение – это плюс или минус? Да плюс, конечно. Это канал восприятия, ну и это тоже. То есть изначально-то это мыслилось как объективное свойство вещей. Я же не знала, что это не все видят. Я вот люблю еду, типа хлеб, например. Не знаю, воду, то есть просто что-то, что имеет абсолютно нейтральный вкус или очень такой равномерный. Потому что когда что-то начинает туда вмешиваться, мне не очень комфортно. С водой тоже сложности бывают. Если говорить про кипяченую воду, то эта вода, вот эта вот форма, она как грязное стекло, наверное. Вот эта вот вода бутылированная. Сейчас. Но она немножко розовая, совсем чуть-чуть. В том-то и загадка этого феномена. В отличие от галлюцинаций, иллюзий и других, так сказать, фокусов мозга, синестезия не сбивает человека с какой-то его стратегии поведения. Галлюцинацией является то, что не имеет под собой какого-то физического стимула. Грубо говоря, этого человека здесь нет, а вы вдруг слышите его голос, и он вам что-то такое напевает или рассказывает. При синестезии физический стимул присутствует. Это буква, понимаете? И у нее тоже есть цвет. И у нее есть дополнительный цвет. Если этой буквы нет, но есть мысль о букве, то все равно буква присутствует. Хотя бы в виде мысли. Я просто не понимаю, как можно есть и не видеть еду. Ну, в смысле, ее вкус в пространстве. Что у вас в голове происходит? Ну, даже, как синестет, понимаю, что нам очень тяжело объяснить остальным людям, что мы видим. Ну да. Еду я вижу
там формы, цвет, какие-то еще ассоциации, наслоившиеся сверху. Я просто не понимаю, что тогда происходит в голове, когда ты ешь, и ты этого не видишь. Ты просто ешь, как бы, и ты чувствуешь вкус. Я просто не могу разделить вкус с цветом. Вообще никакой визуализации не происходит. Абсолютно никакой. Это же скучно. Скучно? Да. Не, ну это, конечно, проще тогда есть, потому что ты можешь не сосредотачиваться на том, что тебе не нравится там зеленый цвет этой, не знаю, булочки. Я просто ем и наслаждаюсь пищей. Блин, ну как? Вот так. Так что в этом плане тебе синестезии больше повезло, чем мне. Ну, я бы не сказала, что повезло. Ну, даже, допустим, когда я устану очень сильно, у меня это восприятие, оно начинает обостряться, и мне, в принципе, становится очень сложно что-либо делать, потому что ты видишь слова, ты видишь цифры, ты видишь буквы, ты слышишь музыку в цвете, ты видишь еду, запахи, и все ощущения. Ощущения становятся более острыми, у тебя просто вот такая вот каша вокруг тебя. В одном из экспериментов мы показывали синестетам цветные цифры. Когда выбранные нами цвета не совпадали с представлениями о цвете цифр наших испытуемых, это вызывало у них дискомфорт. 4, ей вообще не идет красный совсем. Это ужас, да. Она красная, яркая, синяя совсем другое. Это мучительное сочетание цифр, потому что 8 бордовая, вернее сказать, вишневая такая, сладковатая, а 4 синяя, они совершенно не гармонируют. Я не выношу цифр 48 и 84. Наша с вами культура, я имею в виду европейская в текущем ее историческом состоянии, сильно ориентируется на абстрактные понятия. Если 16 минус 6 будет 10. И именно это вот такая когнитивизация культуры, ну, то есть отрыв от сенсорного восприятия реального мира, вероятно, является каким-то шоком, семантическим шоком для мозга. Наш мозг всегда ищет какие-то опоры, чтобы я не только понимал, но я еще чувствовал, чтобы я использовал свои сенсорные возможности для того, чтобы эмпирически насытить свое бытие. Теперь возьмем синестета, родившегося и начинающего только-только свою жизнь. Человек начинает воспринимать какие-то абстрактные категории, не имеющие под собой никакой оценочной деятельности. Один пройдет мимо этого и скажет, ну, буква и буква. Ну, запомни, какая она есть. У меня не возникает никаких семантических шоков по этому поводу. Я ее запомню просто как вот что у нее есть 2 ножки, и она заканчивается острой крышкой. А другой, наоборот, скажет, странно, вот все предметы имеют смысл, мячик имеет смысл, мама имеет смысл. А вот у этой буквы, вот у этой вот закорюки, непонятно, зачем она мне нужна. Заметьте, синестезируются знаковые системы. От музыки до системы имен, от алфавита до названий месяцев. Это все какие-то системы, которые помогают нам ориентироваться в мире. Сложность этой буквы. Было проще, если бы я могла взять палитру и сама так все акварелью сделать, например. Но для науки, к сожалению, акварель неприемлемо. Да. А посуду предпочитаете стеклянную? Если я ем, то, в принципе, мне все равно. Иногда я люблю даже просто брать салфетку и так, потому что я не очень люблю, да, посуду. Это следующая стадия, просто без посуды. В смысле? Нет, я просто люблю стеклянную посуду. Ну, то есть, чтобы вот еду было видно, просто одну еду.
Вот никаких ни белых контуров, ничего, просто вот еду и чай. Чай, видно, что вот ты пьешь чай или Да. кофе. Вам не мешает, нет, когда вы едите из Если там разного рода какая-то жуткая металлических, тарелка, там? я просто с ума начинаю сходить. Особенно если она какая-нибудь золотая, я просто даже есть не смогу это. Ну как-то еду это опошляет прям. Она не самодостаточна. Она не самодостаточная, Вы да, она часть утрачиваете тарелки. сакральность поедания, просто Да. сакральность. Настя набрала 25 сотых. Это, по сути, на 75 сотых больше, чем достаточно. Ну, то есть машина подтверждает, что у нас синестезия. Мозг, получая так называемое сырье в виде информации, света, звука, запахов, осязания, создает у нас представление о происходящем вокруг. Он все это перерабатывает, но главное – придает смысл. Иногда этот смысл вводит нас в заблуждение. Мозг может искажать реальность, принимая мираж за воду в пустыне, а тень на стене за страшное чудовище. И, как выяснилось, может создавать дополнительную реальность. Как много мы не знаем о себе. Вы сидите в комнате, одна, вокруг никого нет, и что-то шуршит. Так, действительно шуршит или вам кажется, что шуршит? Так, похоже, что действительно шуршит. Смотрите под диваном, ничего нет. Так, садитесь, шуршит. Значит, вы можете подумать, что плохо посмотрел под диваном, и еще раз под диван залезть. Ну, невроз навязчивых состояний это называется. Можете решить, нет, не под диваном шуршит, а в шкафу. И проверять в шкафу. Опять ничего нет, садитесь, шуршит. Действительно шуршит или кажется, что шуршит? Вы можете соседа позвать. Послушай, шуршит что-то, и он постоит, потому что ничего не слышу, вышел. Шуршит. Пока люди приходят, не шуршит. Может быть? Боится эта шуршалка. У нас нет инструмента, который нам позволяет... Нет логики, которая могла бы нам объяснить, как сознание может сличить свои представления с реальностью. Наше сознание стремится в себе все объяснять. При этом мы так сильно искажаем все, чтобы объяснить себе. За счет чего возникают конфликты, например? Потому что я думаю так, а вы думаете иначе. При этом я думаю, что вы так же видите мир, как и я, а вы видите его иначе. Все, мы встретились, вы что-то сделали, ага. Вы повели себя не так, как я ожидал, значит, вы что-то думаете такое, скорее всего, нехорошее. Все, дальше я наношу вам оскорбление за это, а вы в полном обалдении, за что меня оскорбили, потому что это не соответствует вашему представлению, начинаете в ответ вести себя соответствующим образом, а дальше до чего угодно, до мировой войны. В самый разгар наших съемок один из героев нашего фильма, профессор Василий Ключерев, выпускает свою книгу. И мы очень удивились, узнав, что это не научная работа, а художественный роман. Он это называет интеллектуальный триллер. Есть очень интересный и любопытный аспект, связанный с лицами, который я попытался превратить детектив в такую детективную историю. Феномен, вокруг которого строится все повествование, я никогда о нем раньше не слышала. И, конечно, для фильма было очень интересно найти человека с такой же особенностью восприятия. Их, по статистике, 2 человека из 100, то есть 2% населения. Казалось бы, найти этого человека достаточно просто, но мы искали целый год.
Непонятно, то ли эти люди не хотят рассказывать о себе, о своей особенности, то ли они просто вообще не понимают, что с ними происходит. Сначала, мне кажется, вообще проблемы нет. Потому что в школе мало очень людей, в классе человек 20-22, условно говоря, 12 девочек, 10 мальчиков, 6 брюнеток, 4 блондинки и там 2 рыжих. В институте там уже начинаются проблемы. До этого я только один раз опозорился, когда я в маршрутке не узнал маму. Я сажусь в маршрутку, и садится женщина напротив меня и улыбается. И я думаю, что она улыбается-то? Я смотрю, в принципе, похожа прическа и одежда на мою маму, но я просто не ожидал. Типа, если бы это моя мама, она бы мне сказала что-нибудь. А она видит мою, видимо, растерянность какую-то и там, как бы, взгляд непроницаемый какой-то и растерянный. И не может понять, что со мной. Через какое-то время говорит, типа, Степ, ты что? Вообще, ты что? Ну, мы как-то, отшутились, и все, и забыли. Просопагнозия – так интересный феномен, о котором спорят довольно много. На самом деле нету однозначного мнения, насколько он существует в чистом виде. Но идеализированно это заболевание связано с тем, что вы не видите в окружающей среде только лиц. Для меня лично это был некоторым шоком, когда я узнал об этом заболевании, потому что я долгое время шел и представлял себе окружающих без лиц. Так как мы знаем, что в мозге действительно существуют области, это вот ветериновидная извилина, которая реагирует на лица, видимо, это расстройство именно в этой части мозга. Поэтому это любопытный пример, который показывает, как модульно устроен наш мозг. Есть определенные небольшие модули, например, вот связанные с восприятием лиц. Ну, например, я видел недавно свою бывшую жену и думаю, и как бы вижу, думаю, какая же ты красивая была. Ну и есть. И я помню эту факт, что она была красивая, но я не помню ее лица. Я помню, что у нее скулы красивые, но я помню лишь это как информацию, что у нее есть скулы, и они должны быть красивые. Достаточно закрыть глаза, и уже ты не помнишь. У нее есть все, спина, задница, ноги, там, что угодно, плечи, прическа. Все могу вспомнить, кроме лица. Вместо лица что-то такое непонятное. Как прическа образуется, и все пропадает. Системы, связанные с памятью, они реагируют на лица. Судя по всему, в его случае, это нарушение на выходе из этой системы, детектирующей, узнающей лица. То есть она не переводится, лица именно не переводятся в долговременную память. Но, соответственно, отсюда возникает ситуация, что я вас никогда не узнаю. Каждый раз вас вижу в первый раз. То есть люди, страдающие немножко другой формой просопагнозии, они не могут объединить вместе, у них разрозненные глаза, нос и уши. В этой форме, видимо, человек может все это интегрировать, но не может запомнить. И причем только лицо. Я узнаю аватарки, но я узнаю их по всему остальному, не по лицам. Я просто запоминаю аватарки как картинки. Оливер Сакс говорит, что 80% людей, страдающих просопагнозией, проживают всю жизнь, не узнавая об этом. Даже не догадываясь. Они просто забиваются в угол. Чтобы не задаваться вопросами, что со мной. А зачем задаваться вопросом, что со мной? Когда можно просто жизнь таким образом построить, что у тебя не будет никаких проблем. Ну, сами посудите. У таксиста может быть проблема с просопагнозией? Вот книжка, я показывал недавно. Когда я ее покупал, я еще думал, что как бы
что я еще смогу в этой жизни. То есть я думал, что я, условно говоря, на вот этих вот всех музыкантов насмотрюсь. То есть я, условно говоря, увижу Пэтти Смит 20 тысяч раз. И на 21 тысячный раз я их запомню. Ничего подобного, как бы. Не запомню. Хотя, наверняка, если я буду знать, кто эти люди, ну, если мне кто-то... Тут не подписано ни черта. Это для людей, явно не для меня. Ну вот, если мне вот расскажут, что эти люди, и через 3 года откроют эту же фотографию, я узнаю. Потому что я узнаю то, как они сидят, как они одеты. Я вот антураж весь могу запомнить. Лица нет. Люди проявляют себя как полные придурки, когда сталкиваются с чем-то, что они не могут понять, и начинают как-то очень по-глупому шутить. Мне многие говорят, что намекают или подшучивают, что я этим пользуюсь, что я как-то это придумал. Ты просто не хочешь общаться там типа с людьми, и их не узнаешь. Это очень выгодно. Да, может, ты еще скажешь, что очень выгодно настраивать против себя полмира и заставлять их думать, что ты козел, как думают. Я вообще просто разбивался по 15 раз, всем объяснял, почему подолгу. Я признание в Фейсбуке делал на эту тему. И все равно все думали, что самые близкие друзья думали до последнего, что я либо преувеличиваю, либо придуриваюсь. Ну, как минимум, уже не настолько все плохо. Тут же ложатся какие-то мысли такого, может быть, более философского уровня. О том, кто мы такие, какова роль биологии в нашей жизни. И насколько мы можем с этим бороться. То, что мы сейчас, в принципе, изучаем тоже в наших исследованиях, да, вот, с нашей точки зрения, мы — это наш мозг. Понять это и воспринять это довольно тяжело. В каком-то смысле книга тоже об этом, что мы — это наш мозг. И там смириться с этим сложно. Когда вы вдруг обнаружите, что вы не такой из-за того, что у вас мозг не такой. И что вы в этом мире с этим измененным мозгом? Самое обидное, конечно, глаза не запоминать. Я бы мог бы жить без глазами, если бы я запоминал глаза. Можно было бы уже хотя бы с этим жить. Как можно говорить, что на что влияет? Мозг на субъективное ощущение на мозг. И то друг на друга влияет. Это очевидно. Достаточно выпить стакан водки, и вы понимаете, что сознание изменилось. Такое влияние известно. Я уж не говорю о более тонких вещах, которыми занимаются физиологи. Но обратное тоже известно. Любой спортсмен вам скажет о роли психологического настроя. Любой врач скажет о том, что если человек верит, что он излечится, то он излечится. Да, научно как бы уже доказано. Ну, в общем, да, есть масса экспериментов там, с внушением, скажем, когда мальчишки на пляже балуются, зажигают спичку и приставляют к спине, и волдырь появляется, да, если приставить горящую спичку к спине. Но волдырь появится, если представить спичку тыльной стороной, то есть не горящей. Почему волдырь? Почему мы, там, не знаю, гипнотическим воздействием можем снять бородавки? Для съемок следующих экспериментов нам нужны были испытуемые, способные погрузиться в глубокий гипноз. Чтобы найти таких людей, мы объявили кастинг. Всех, кто пришел сюда, мы видим впервые. Рассаживайтесь. Сначала девушки в первую очередь. Какая цель? Мы снимаем фильм, называется «Мозг. Вторая вселенная». Соответственно, мы отбираем людей для научных исследований, которые будем проводить на базе Первого медицинского. Нам нужно в итоге набрать 3-4 человека. Что я буду просить вас сделать? Мне в первую очередь интересуют люди, у кого, как у, я не знаю, наверное, у великих артистов, его мысль, его воображение способно влиять на его тело, на его физиологию. Вновь сжали руки. Оцепенение, одеревенение нарастает.
9. Еще сильнее пальцы склеены. Когда я назову цифру 13, да, вы будете пытаться разорвать руки. И чем сильнее будет желание, тем крепче они будут сжиматься и слипаться. 13. Сжали руки. Да, и пробуйте их разнять. Чем сильнее пытаетесь, тем хуже получается. Честно, по совести пробуйте. У кого они слипаются с каждой попыткой. Сильнее и сильнее. Когда я хлопну в ладоши, у кого руки хотят разойти, они разойдутся. У кого они склеены, они будут склеены в 2 раза больше. Да. Достаточно. Те, у кого получилось настолько крепко проникнуться этой идеей, вы остаетесь. А у кого руки разошлись, вы можете спокойно покидать кастинг. Гипноз – это состояние повышенной внушаемости. У каждого человека, когда он что-то слышит, и, например, меня сейчас слушает, есть понятие уровень критики. Он либо в штыки воспринимает все сказанное, либо полностью доверяет. Две такие крайности. Так вот, когда уровень критики крайне понижен, мы говорим, что человек находится в гипнозе. Не эта мысль, это чувство заполняет. Ой, я хлопну в ладоши, это чувство станет буквально непреодолимым. Как будто вот графин переполнился и смех переполняет. Да, да, это ощущение переполняет вас. Хочется смеяться еще больше и глубже. Приятное такое. Можно человеку внушить в состоянии гипноза у вас возраст новорожденного. Этим занимался в России Владимир Григорьевич Райков. К сожалению, его уже нет на свете. У такого новорожденного, то есть взрослого человека, думающего, что он новорожденный, регистрируются физиологические характеристики, свойственные новорожденному, которые невозможно имитировать. Ну, например, плавающее несинхронное движение зрачков глаз. Попробуйте сымитировать, да. В гипнозе человек способен представлять настолько живо, что это вызывает у него эмоцию. Досчитаю до 3, хлопну в ладоши, и ты увидишь перед собой странного персонажа, приятного персонажа. 3. Да, он прямо перед тобой, в нем нет угрозы, он просто необычен. Посмотря на него, скажи мне, какой он из себя? Он высокий. Высокий. Угу. Он в плаще. В чем он одет вообще? Нет, он в костюме. В костюме. Угу. Большие уши и парик. Парик. А какой он из себя? Какой он из себя? Лицо его, если... Квадратный, он такой мужественный. Квадратный, мужественный. Вот я прикасаюсь к голове, в этом состоянии открыла глазки, смотришь прямо перед собой, да. Скажи мне, это он? Да. Да. А какой он? Большой, маленький? По сравнению с девочкой слева. Большой. Большой. А вот теперь смотри, я щелкну пальцами, и он назовет, как его зовут. Он говорит, как его зовут. Любовь. Любовь? Да. Какая необычная любовь. А теперь смотри, как странно будет. Я щелкну пальцами, а вместо него будет приятный молодой человек из фильма. Вот я щелкну пальцами, и приятный молодой человек, как хлопком там появился. Знакомый герой. Кто это? Это... Из какого фильма? Я не знаю его имя, но я знаю внешне, как он выглядит. Это из фильма, из сериала? И фильм, и сериал. И фильм, и сериал? Да. Вот я щелкаю пальцами, закрываешь глаза, а он делается еще четче образ. Образ делается еще четче. Я щелкну пальцами, а ты забываешь свое имя. Я взял твою руку, я отпущу ее вниз, и ты сразу, да, придешь в себя, откроешь глаза, но не будешь помнить цифру 3. Да, вдох, выдох, спокойно открыла глазки. Как тебя зовут? Вспоминай, ну как тебя зовут? Вот вспомнила. Меня зовут Евгения. Женя. Хорошо, Женя, я буду прикасаться к пальцу, а ты будешь просто называть номер этого пальца. Это 1? 1. Это? 2. Это? 7. Это? 4. Это? 5. 5. А что 7 палец здесь делает? Вот я щелкну пальцами, а веки моргают и слипаются. Мы не можем стереть из памяти никакого события. Это некие нейронные сети. Мы лишь диссоциируем человека от этого воспоминания.
У нас есть такой механизм, когда мы что-то забываем, и мы реально много чего не помним. Это нормальный механизм. Мы не можем постоянно в настоящем помнить обо всем, что было с нами раньше. И эта функция памяти, она присутствует. В гипнозе мы лишь ее временно включаем либо отключаем. Поэтому, когда мы что-то стираем, мы как бы временно из поля внимания убираем это число или этот факт. Такое бытовая амнезия. Я говорю, меня отвлекли, я забыл. Прошло 2-3 секунды, опа, я вспомнил. Да, удаляешься от своего тела, да, полностью удаляешься от своего тела, да, это приятное, вот с каждым вдохом, выдохом, да, это приятное событие, захватывает тебя все больше и больше, да, ты расслабляешься и еще глубже, да, и еще крепче, нет ничего, да, приятный, только приятный, глубокий покой, нет ничего. Ничего нет. На выдохе спокойно открыла глазки. Как самочувствие? Отлично. Рука красная? Там это дермографизм. Это все, это реакция вегетативной системы, дермографизм. Ой. Ай, я его взяла. Мне полностью вы? Да, тебе даст до максимума. Для части людей, не для всех, для очень маленьких, быть может, там 5-10%, да. Можно их погрузить в такое состояние, что их сознание остается, но они не чувствуют своего тела. И это позволяет проводить операции без наркоза. Нет ничего, есть чистая мысль, которая парит над плотью. Гипноз пошел, в принципе, когда врач-офтальмолог Брейд делал операции на глазах. Чтобы понимали, глаза – это очень болевая часть. Здесь либо есть наркоз, либо его нету. И Брейд обнаружил, что у части пациентов можно внушением убрать полностью боль. Я досчитаю до 3. И ты окажешься в событии, в самом приятном, в самом таком необычном событии своей жизни, когда ты рискнул, когда ты взвесил шансы за и против и рискнул, и у тебя получилось. Я стоял на краю крыши, возле парапета, и я встал на руки, четко, боялся, но хотел. У меня получилось. Мы сегодня видели на примере многих испытуемых, что люди включаются полностью в личность гипнотизера. Так же, как это получается, когда вам в магазине неожиданно навязывают покупки, которые вы не планировали, которые вы никогда бы не совершили. Или другим образом манипулируют с вашим сознанием. Теряется критичное отношение к миру. Как это происходит, к сожалению, пока еще никто сказать не может. Но, вероятно, есть механизм мозга, который как раз определяет способность личности оценивать достоверно и осознанно ценности, факторы мира. И каким-то образом у некоторых людей, особенно, которые внушаемы, вот этот центр склонен отключаться. Какую роль это играет в эволюции, почему это осталось, мы можем только предполагать. Есть много гипотез на этот счет. Осталось или приобрелось со временем? Я думаю, что осталось, потому что некоторые признаки такого состояния есть и у других видов. Известно, что иногда описана кошка гипнотизирует птичку, и птичка падает, и змея гипнотизирует мышь. Да? Это известно, да, такие вещи описаны. Случай, когда операционистка дает, например, в сберкассе выручку, я знаю очень хорошо, от работников Сбербанка это слышал. Не все, конечно, личности в одинаковой степени внушаемые. Люди со структурной, с выработанной, разработанной структурой личности, конечно, они в гораздо меньшей степени внушаемые. И имеющие иммунитет тоже, между прочим, к этому. Это можно приобрести. Я думаю, что и тот, и другой иммунитет имеет место быть, так же, как иммунитет к микробам есть и врожденный, есть и приобретенный. Я думаю, что можно выработать устойчивость к способности попадать вот на улице, скажем, в это состояние, если оно человеком считается нежелательным. Ну, я считаю для себя, например, нежелательным такое состояние по понятным причинам. Я видел на примере вот профессора Райкова, с которым мне довелось много общаться, людей, которые попадали в транс буквально в ответ на изменение интонации
Владимира Леонидовича Райкова. За несколько секунд они уже становились марионетками. И я не исключаю, что многие случаи даже такого ужасного явления, как терроризм в современном обществе, они могут быть совершены людьми не вполне в своем сознании. Как самочувствие? Отстраненное. Так, ну ты скажи мне что-нибудь более так, чтобы я понимал, что ты полностью вернулся. Я здесь. Ты здесь. Кажется, Замечательно. да. Как себя чувствуешь? Чувствую хорошо. У меня болела голова до этого, сейчас прошла. Что ты чувствовал из происходящего? Я чувствовал только вот какие-то вот касания легкие. Ну смотри, легкие касания, это был хирургический зажим. Я за него почувствовал. Да. Хорошая эмпатия. Вот смотри, я тебе объясню просто, в чем разница. Зажим, да, если его наложить, но он вызывает боль. Да, но когда твое внимание направлено куда-то внутрь, вглубь, ты способен мысль свою держать на чем-то ином, твое тело не чувствует боли. Классно. То есть есть люди, кто волей терпит, они вот волю собирают, а есть те, кто управляет своим вниманием. И то, и другое, оно уменьшает болевую чувствительность. На руках умеете стоять? Да. Я вот просто сейчас увлекаюсь экстремальными всякими видами Это мы поняли. развлечения, да. Стояли И на мне- крыше на руках? Да, мне очень хотелось это сделать. И вы стояли? Да. Действительно близко, прям к краю? Ну, прям на краю. Не страшно? Нет, мне очень хотелось это сделать, и я четко... У меня была уверенность, что я это сделаю. По образованию вы кто? По образованию я повар. Повар, да? Да. Поэтому хочется чего-то экстремального, да? Я повар, да, но я не работаю поваром. Я сейчас ушел в сферу кино больше. Тоже кино. У нас сегодня одно кино. Да. Ага. Ну, на крыше не надо стоять больше. Вы знаете, нет, сейчас я этим уже особо не занимаюсь. Правильно. Это как-то было, не знаю, надо было побороть себя и прочувствовать то, что я могу это сделать. Можете, без сомнения. Можете. Ну, не надо. Да, согласен. как-то. Много в жизни всяких есть вещей, но жизнь сама по себе-то ценная. Ведь понимаете, что она Согласен. может... Я жизнью дорожу очень. Ну, вот вам описание исследования Пьера Жане. Это самый конец XIX века. Да? У него пациентка, страдающая слепотой на, ну, скажем, левый глаз, я не помню. При этом в состоянии гипноза она этим глазом видит, а без гипнотического воздействия не видит. Тогда же она погружает эту взрослую женщину в детский возраст и пытается заметить, в каком возрасте у нее глаз видит, а в каком нет. Выясняется, что это где-то вот до 6 лет она видит, а после 6 не видит глазом. Тогда он просит ее подробно сканировать в состоянии гипноза, что с ней происходило вот в этом возрасте. Выясняется, что в гости к ним, к ее родителям приехали какие-то знакомые, родственники с ребенком, покрытым сыпью. И на ночь этого покрытого сыпью ребенком стали укладывать вместе с этой девочкой. Она очень не хотела, ну, сыпь неприятно, протестовала. Но, видимо, у родителей не было другого выхода. Их уложили вместе, и она потом встала, у нее парализована левая сторона была, которая соприкасалась как бы с этим ребенком. Но это быстро прошло. А через пару недель ослеп глаз. Выяснив эти обстоятельства, Жане внушает в гипнозе этой женщине, что приехавший в гости ребенок – это вообще замечательный, чудный ребенок. Да и сыпь такая не очень сильная. И когда он ее будет, она видит левым глазом. Если сравнивать человека с космосом, то сознательная деятельность – наша обозримая галактика, а подсознание – неизведанные просторы Вселенной. Что таится в них? Давно-давно, много лет назад, когда я был студентом, то мои учителя изумлялись следующему эффекту.
гроссмейстеру Толушу, шахматному гроссмейстеру, показали на несколько миллисекунд шахматную позицию. Ну и потом попросили его сказать, где что стоит. Их изумил ответ Толуша. Он сказал, я ничего не помню, где там что стояло, одно знаю, белые выигрывают. Мы в наших экспериментах, скажем, показываем, что человек способен за 2 секунды перемножить 2 трехзначных числа и выбрать правильный ответ. Но не делает этого. Не делает. Ну, вы же знаете, что вы не сможете. Ну да, вот человек дождя, да. Вот. Но это нормальные испытуемые делают. Они не умеют это делать, они дают абсолютно случайные варианты ответов. Но правильные ответы, скажем, дают быстрее. Ну, значит, они правильно отличают от неправильных. Почему мы, например, не все помним? Мне очень нравится фраза Василия Ивановича Выгодского «Нашу память убила наша письменность». Вот первобытные люди помнят все. Ну, есть основания считать, что у них чаще встречается феноменальная память. Я студентам на лекции говорю, знаете, зачем вы записываете? Чтобы забыть. Потому что если вы помните, вам не зачем записывать. Если вы записали, вы получили право забыть. Почему у нас нет феноменального счета? Ну, а зачем он вам? И что у нас с феноменальной памятью? Никто не знает толком, но, судя по всему, мы ее в себе затоптали. Мозг человека свернул в себе всю эволюцию. В смысле свернул, в смысле как бы инкапсулировал. Ну, то есть, сейчас попытаюсь попроще слово. Он обобщил эту эволюцию, и теперь он сам эволюционирует внутри себя. То есть любая наша мысль, которая приводит к более эффективному удовлетворению наших потребностей, и есть эволюционный скачок. Надеюсь, что, конечно, еще горизонт вообще физических возможностей и горизонт возможностей человека еще далеко. Еще не преодолен. Если про такое реалистичное видение эволюции технологий, я бы сказал, что на первом месте будет то, что сделают, надеюсь, прежде всего молекулярные биологи и иммунологи, просто увеличить продолжительность жизни человека кардинально. И эту систему больше шансов хакнуть, чем разработать там 100 миллиардов нанороботов, которые перепишут чей-то мозг в невероятно мощный компьютер и сделают из него киборга. Я дилетант, что касается нейро... Как правильно называется ваш... Нейроинтерфейс. Ну, вообще... В мозгу порождаются новые образы, возникают какие-то мыслительные акты, но они выходят наружу в виде речи. А нельзя ли подключиться прямо туда, где порождаются эти образы, прямо вот к этим механизмам и получить проекцию этих внутренних образов наружу? Одной из таких перспективных технологий является нейроинтерфейсная технология. Вот вы сейчас можете видеть на экране вашу энцефалограмму. Сейчас шумы пройдут. После настройки аппаратуры начался эксперимент. Меня попросили думать о конкретной цифре, а в это время компьютер с помощью энцефалограммы считывал электрическую активность моего мозга. Каждой цифре соответствует определенный ритм электрических колебаний в моей голове. Я смотрела на цифру 4. Да, действительно. Ну, все работает. Ну, по крайней мере... А чего работает? Чего там работает? Выбирайте. То, что вы выбираете, Ну да. то и выбирается? Да. Ну, давайте какой-нибудь выберем там вот. Ну, давайте циферка 6. Меня это безумно впечатлило, о том, что человек может через энцефалограмму, просто подумав, управлять с достаточной точностью какой-то техникой.
Мы договоримся с человеком, что вот если он будет представлять сжимание правой руки, скажем, будет включаться телевизор. А если левой руки, будет включаться пылесос. То есть, таким образом, человек будет командовать вот этим исполнительным устройством не физическим своим действием, а просто мысленной командой. Лаборатория нейроинтерфейсов МГУ, лаборатория Каплана. Так, знакомая фамилия, да. Ну и занимаюсь разработкой нейроинтерфейсов. Ну, короче, хочу попробовать. Да, садитесь. Меня Кирилл зовут. Данил, очень приятно. Сейчас я руку. Это пока у нас прототип. Все эти крепления, естественно, нужно будет потом менять на что-то более приемлемое. Он будет управлять от мозга своей рукой, якобы парализованной, потому что это тренажер для инсультников. Тренажер для инсультников? Да, для реабилитации инсультных пациентов. Для того, чтобы восстановить тонкую моторику руки. При инсульте обычно повреждаются просто моторные области. Мозг как бы забывает, как управлять своей рукой. Но если мозг поймает взаимосвязь, ну, зона умерла. Но я условно говорю, забывает. Но если мозг поймает взаимосвязь между своим намерением пошевелить пальцем и его реальным движением, то могут управление перехватить другие зоны с некоторой вероятностью. Соответственно, ловим намерение через нейроинтерфейс подвигать парализованным пальцем, и экзоскелет это намерение реализует в действии. И так предполагается, что пациент сам себе тренирует так пальцы от мозга, начнет быстрее восстанавливаться. Ну, я работаю в лаборатории в МГУ, которая уже много лет занимается нейроинтерфейсами. Но вот эта разработка, конечно, впервые у нас с экзоскелетом. Мозг очень пластичен. Стоит привести даже примеры, когда известные случаи у пациента обнаруживали во взрослом возрасте отсутствие одного из полушарий, полное отсутствие. При этом симптомы были, максимум какие-то поведенческие расстройства, но никак не серьезные повреждения. И выяснялось, что да, действительно, пациентка родилась без одного полушария, и одно оставшееся полушарие взяло на себя все функции. Как раз в этом и прелесть такой распределенной системы нейронов, что одни части системы могут на себя брать функции других. Это таракан-киборг. Он управляется при помощи нейроинтерфейса и чипа, который у него вживлен. На базе нашего Московского технологического института мы открыли школу юных нейротехнологов. Задача ее – это популяризировать такую науку, как нейротехнология, нейронаука. Детям дают этот конструктор для юных нейротехнологов. Они прикрепляли этот чип к нему к голове. У этого чипа у него 3 электрода. Вот если можно увидеть, как раз таких вот 3 усика. Таким образом можно как раз ему говорить, что, то есть там это идет такой электрический разряд, да, если там правый ус, то мы ему говорим, что справа препятствие, он, соответственно, поворачивает налево. За этим будущее. Можно управлять даже тараканом. А что будет дальше с развитием нейротехнологии? Давай, нападай на карандаш. Хорошая личинка, активная. Мне очень понравилась лекция Мишеля Махарбиза. Это ученый из Беркли, который вживлял электроды живым насекомым, крупным жукам, и управлял ими. Он получил радиоуправляемого живого жука-киборга. Я тоже тогда увлекся этой идеей, более того, увлекся настолько, что даже добыл себе несколько экземпляров личинок тропических жуков, и некоторое время я их выращивал дома, надеясь попробовать воспроизвести эти эксперименты. Если улучшить момент и вживить электроды в куколку, когда все ткани личинки растворяются и формируется только еще жук, то жук сформируется с электродами, уже вросшими в него. Мы тоже решили вырастить жуков и создать киборгов.
Даниил любезно согласился провести эксперимент для нашего фильма. Очень такие стрёмные. Да? Мы планировали, что мы сейчас быстро купим личинок, они у нас будут расти, и все будет хорошо, но не тут-то было, все как обычно. Приобрели мы, 11 личинок, я была проинструктирована полностью, что мне с ними делать, но почему-то они не растут. Более того, что они не растут и не окукливаются, они еще к тому же и умирают. И поэтому из 11 личинок через год у нас осталось всего живых 6. И я не очень понимаю, чем закончится наш эксперимент. Продавец личинок обещал, что они окуклятся месяцев через 6-7. Прошло 1,5 года. Никаких изменений. Мы привыкли к ним, и стала закрадываться мысль, а насколько это гуманно внедрять электроды живому существу. Мы связались с самим профессором Калифорнийского университета Мишелем Махарбизом, чтобы задать ему несколько вопросов. Hello, Michelle. Hi, how are you? Give me 1 second. Unfortunately, I need to take care of something. I see, okay. Сейчас, через минутку он придет. What gives us the right to intervene in an organism and put technology into it and use it in some way as a construct? We should never manipulate biology, right? Right? But the problem with that is that society has already been doing that for many thousands of years, and we do it technologically now. We have bacteria that make food chemicals, and we have horses, and we have many things where we have made modifications to animals and have put technology on animals and in animals. I mean, this has just been going on for a long time. Then you can say, okay, should I respect bacteria, right? So should I not use alcohol to clean my counter tonight because maybe many bacteria will die, right? I certainly am interested in pushing forward technology that can help scientists, and so that was one angle. But really, that was the question. Could you do this? I mean, is it reasonable? Is it possible? Are there limitations, etc.? When you're trying to make little robots, you think of, you ask yourself, well, for example, if there was an earthquake and if there were many people trapped in rubble, would it help if you had very small robots that could crawl through the rubble to find the people faster than dogs and other people? My interest is not very related to those applications. So my interest is a little bit more science fiction, more futuristic, in the sense that I believe in 50 years or 60 years, we will have a lot of fusion between biology and technology in our bodies and in other organisms and really in many places. Есть проблемы с тем, что жук-то не осознает, что им управляют, а человек будет осознавать, поэтому человеку нужно управлять аккуратнее. Человеком нужно управлять так, чтобы он не понимал, что им управляют. Потому что как только он понимает, что им управляют, то он сразу же... Это СМИ. Сенсационное заявление. На нас довольно сильно влияет социальная среда. Социальная психология, много исследований показали, что зачастую не мы принимаем решения, а окружающие. В экспериментах Эша люди дают неправильный ответ на очень тривиальные вопросы, потому что окружающие тоже дают неправильный ответ. Нам было интересно, что происходит в мозге человека, когда ваше мнение отличается от мнения окружающих. Итак, мы сегодня проводим эксперимент неконформизм. Насколько ребенок сможет отстоять свою точку зрения на фоне других детей. У 3 из детей будет чай сладкий, у одного ребенка будет чай кислый. И когда все дети попробуют чай и скажут, что чай сладкий, мы посмотрим, как сможет 4-й ребенок отстоять свою точку зрения и сказать, что у него чай кислый. Ну что, пробуйте ваш чай. Сладкий, как клубника, как сахар.
Ладно. Угу. Так, Алиса, следующая пробует чай. У Ахмеда сладкий чай. У меня тоже сладкий чай. Тоже сладкий. Егор, пробуй. У меня тоже сладкий. Маша, ну давай тоже пробуй чай. У меня тоже. Я не очень. Чего у тебя? Не очень. Сладкий? Не очень. Не очень сладкий? Хочется сахара досыпать? Мы обнаружили, что активируются те же самые области, что обычно сигнализируют нам об ошибках. Эта область обычно активируется, когда мы испытываем конфликт. Рутинно вот эта область информирует нас. Надо менять поведение. Вы ошиблись. И мы обнаружили, что когда ваше мнение отличается от окружающих, эта же область активна. Еще попьешь чай? Давай. Не хочет. Не хочешь больше чая? Хочешь или не хочешь? Нет. Довольно старые эволюционные области мозга, они сигнализируют нам о том, что мы совершаем ошибку и нужно менять свое поведение. Сладкий. Сладкий. Точно сладкий? Всем сладкий чай? Да. То есть мы сформулировали такую гипотезу, что, похоже, эволюционно для нашего мозга отличие от окружающих, от толпы — это ошибка. В принципе, это понятно, потому что если вы там представите себя в футболке там, «Зенита» на фанатской трибуне «Спартака», это может быть опасно. Скучный. Ну какой? Сладкий? Сладкий? Громко скажи. Сладкий. Сладкий. Мы все кажемся друг другу такими хипстерущими, современными, независимыми людьми. На самом деле в каждом из нас практически заложена тенденция незаметно для себя меняться в сторону мнения окружающих. Эталон красоты в разных культурных эпохах сильно различается. Мы решили воспользоваться вот этой идеей и поместили наших испытуемых в сканер, сканировали их мозг и предъявляли им на экране множество изображений, где они оценивали привлекательность женских лиц. Человек видит лицо, оценивает его, скажем, как среднепривлекательным, а потом он неожиданно узнает о мнении более 100 студентов, которые учатся в том же самом университете. Он вдруг узнает, что эти студенты считают это лицо более привлекательным. Мы обнаружили, что люди меняют свое мнение в сторону мнения группы. Мы получаем на уровне мозга больше удовольствия, когда видим лица, которые наша группа считает красивыми, и меньше удовольствия, когда мы видим лица, которые наша группа считает менее красивыми. То есть наше мнение о красоте, конечно же, находится под влиянием окружающих. Миллионы лет быть с группой было неким дополнительным бонусом. Интересно, что модели математические показывают, если группа находится в стабильной среде, то учиться каждый раз самому, наступать на эти грабли самому, довольно дорого. Дешево смотреть, как ведут себя окружающие. Но если они наступили на грабли, не надо больше наступать. Но когда среда меняется неожиданно, и она вообще просто непредсказуема, группа может завести вас, вообще говоря, в дебри, и группа может погибнуть. Поэтому это тоже важно для общества знать, что конформизм он полезен в какой-то стабильной среде. Мы с вами переживаем серьезные социоэкономические изменения. Конформизм к большинству может быть гибельным для группы. Она просто не адаптируется к меняющимся условиям. Я думаю, что каждый человек должен сам для себя решить, что считать критериями истинности или ценности собственной, навязанные человеку социумом, окружением, рекламой, телевизором, кино, или собственные какие-то ценности, которые человек вырабатывает в процессе анализа и работы над собственной личностью.
У меня была и остается идея также изготовить третью руку, дополнительную одеваемую конечность, управляемую от нейроинтерфейса, желательно неинвазивного, которую можно использовать не для помощи инвалидам, а для, скажем так, расширения способностей человека. Иными словами, если я, к примеру, точнее, если я сейчас работаю и паяю двумя только своими руками, то так я смогу оперировать с техникой или просто в быту, используя еще одну дополнительную конечность, при условии, что она будет хорошо скоординирована с движениями моих двух основных конечностей. А твой мозг справится? Вот надеюсь, что да. Вопрос, как реализовать нейроинтерфейс, как реализовать обратные связи. Пока у меня нет ответов на все эти вопросы. Просто скорее касается долгих экспериментов в этой области. Наука под практический результат не развивается. Она развивается от любопытства. Когда я действительно хочу понять. А когда, скажем, Фарадея спрашивали, слушай, он там катушки, там чего-то делал, я спрашиваю, зачем ты это делаешь? Это же ерунда полная, никакого практического применения не будет иметь. Он говорит, конечно, если вы хотите практическое применение, пошли вон отсюда. Один Фарадей оправдал все затраты на науку, которые когда-либо делались во Вселенной, потому что он создал электричество. Мы приходим в этот мир с чистым сознанием, с неразвитым еще мышлением и не обременены грузом памяти. Только генетическая память, переходящая к нам от предков, заложена в нашем организме. По мере взросления мы познаем окружающий мир и самих себя. У каждого из нас свой психический мир, значит, мозг у каждого из нас свой. Основные параметры структуры мозга, количество нейронов, в общем-то, и количество связей примерно у нас у всех одинаковы. Но специфика этих связей, конечно, разная. Что-то мы запомнили, новый номер телефона. Это новая цепочка связей между нейронами. То есть они должны в какой-то сложной последовательности активироваться повторно, и мы вспомним этот телефон. Мозг, как биологическая ткань, неотрывно связана с психическим миром. Я на этот вопрос не знаю ответа. И физиологи не знают, и никто не знает. Но не надо делать вид, что у них есть ответ. Но когда они начинают мне объяснять, что наша память там связана с каким-то количеством возбужденных нейронов или альфа-ритмом, или еще какой-нибудь ерундой, то я в это не верю решительно, потому что я знаю, что, во-первых, практически все нами когда-то воспринято хранится в памяти с отметкой о времени поступления. А осознаем мы очень немного. Доказать не могу, но очень много аргументов, что мы помним гораздо больше. Мы обнаружим, что человек обычно запоминает 7 или около того знаков. Определяют дальше, значит, есть какие-то физиологические механизмы, которые ограничивают. Откуда это следует? Почему это связано с физиологическими механизмами, а не с работой сознания? Ниоткуда не следует. Но простейший способ объяснения – давайте объяснять физиологию. Тут выясняется, что мы запоминаем 7 знаков, 7 букв и 7 слов. Это что, нейрон определяет ему буквами запоминать или словами? В какой-то момент мне стало казаться, что наука – это кипящий котел, в котором варятся эксперименты, исследования, гипотезы, и то один, то другой ученый подбрасывают дров, ученые спорят друг с другом, и отразить все точки зрения в рамках одного фильма невозможно. Мы столкнулись с тем, что психологи и физиологи по-разному трактуют результаты одних и тех же экспериментов, по-разному смотрят на человека.
как там связано между собой сознание, мозг, организм, зависит от той теории, которую мы построим. Теории нет. Есть очень много идей, есть очень много потрясающих экспериментальных данных, которые просто рушат все наши представления о том, как оно там все взаимодействует. Но единой теории нет. И ничего страшного в этом тоже нет. Это нормальное положение дела науки. Чем дальше мы идем от настоящих естественной науки, тем проще разговаривать о сложных и непонимаемых пока вещах. Пока мы находимся в рамках естественных испытателей, которые с помощью экспериментов тестируют определенные гипотезы, мы честно говорим о том, что есть непознанный пока феномен. Очень часто мы честно говорим, что мы не понимаем, что такое сознание, и мы можем многое объяснить без этого понятия. И мы не готовы пока обсуждать сознание. Существует столько примеров, когда очень сложные решения принимаются помимо сознания. Сознание совершенно нам не нужно для того, чтобы объяснить эти решения. Фантастические линии экспериментов идут, показывающие, что наше сознание не имеет отношения очень часто к нашему выбору. Задним числом все объясняет и так далее, и так далее. И на самом деле очень многие сильные психологи считают, что сознание – это некий способ нас успокоить. Да, поэтому нейробиологи вполне ответственно избегают эту дискуссию. Манипулировать мы с вами умеем, а понимать, что это такое, пока нет. Я сам исхожу из идеи, что сознание является необходимым инструментом познавательной деятельности. И что человек предназначен к познанию, не к выживанию, не к чему-нибудь там еще, а к познанию. Процесс познания себя и мира безграничен, и этот фильм можно было снимать бесконечно. Каждый год новые открытия. Мы находим рычаги управления мозгом и психикой, мы вроде становимся более толерантными, пытаясь представить себя на месте другого человека. Но ученые ставят перед собой огромную задачу – познать нечто, равное по сложности самому инструменту познания. Мое ощущение такое, что мозг человека – это едва ли не самый сложный объект во Вселенной. Миллиардов связей, количество этих комбинаций, оно сравнимо разве что с числом атомов во Вселенной.